Для этого простого рецепта я беру 5 картофелин весом 800 граммов. Картошку нарезаю тонкими кружочками. Вот так. Дальше возьмем форму для запекания и смажем ее растительным маслом. Измельченную картошку высыпаем в эту форму. При этом желательно, чтобы форма была достаточно большой, так картофель пропечется лучше, равномернее и быстрее. Теперь мы картошечку посолим по вкусу и добавим приправы. Немного черного молотого перца, чайную ложку сладкой молотой паприки и 1 чайную ложку сухого молотого чеснока. Теперь мы эту картошку хорошо перемешаем и разотрем. Лучше это сделать прямо руками, тогда соль и приправы распределятся равномернее. Также, конечно, вы можете использовать другие приправы для картофеля по своему вкусу. Затем я доливаю в форму 1-2 столовых ложки растительного масла. И опять хорошо вымешиваю для равномерного распределения. Теперь ароматную красавицу картошку отправляем запекаться в духовку при температуре 200 градусов Цельсия или 392 градуса Фаренгейта. Пока работает духовка, мы приготовим простую, но вкусную заливку. Для заливки беру 3 яйца. К яйцам добавим 150 граммов сметаны или густого йогурта. Я использую свой домашний йогурт. Дальше эти ингредиенты смешаем до однородного состояния. Затем возьмем несколько перьев зеленого лука. Лучок нарезаю мелко. И высыпаю в яично-йогуртовую смесь. Также я нарезаю мелко 1 помидор. Измельченный помидор также высыпаю в эту яркую ароматную компанию. И еще очень к месту будет добавить сюда немного укропа. Я добавляю столовую ложку сухого, но можно, естественно, порезать пару веточек свежего. И еще посолим по вкусу. У меня это 1/3 чайной ложки соли. Перемешиваем. И готово. После 25 минут запекания вынимаем картофель из духовки. Наша очень ароматная картошечка уже почти готова. Чуть-чуть можно ее еще подровнять, чтобы лежала равномернее. И выливаем на нее нашу замечательную заливку. Опять помогаем распределиться равномерно. И ставим допекаться в духовку при той же температуре. Еще 15 минут в духовке и все готово. К сожалению, нельзя передать через экран, как это ароматно и как это вкусно. Чтобы это понять, лучше приготовить самим и попробовать. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, мирного неба и крепкого здоровья. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.